Hi guy, my name is Nikolai. Здравствуйте, всем привет. В общем, процесс вы весь видели, да? Что я делал. Дальше идет первый слой покраски, а именно 4 мл коричневого колера на 200 грамм грунтовки. Это будет первый слой. Я прокомментирую остаток видео, потому что люди некоторые смотрят с субтитрами. На то есть основания и причины, чтобы смотреть видео с субтитрами. Дальше я беру коричневый, кофейный, кофе с молоком и охра, желтоватый цвет. Начинаю с самого светлого тона, а именно вот желтоватый охра. То есть начинаю от светлого к темному. Да, я думаю, в принципе, можно и от темного светлого попробовать. Но суть заключается в том, что не нужно полностью закрашивать весь камень. То есть получится 5 цветов, а не 4. Первый основной слой, который грунтовался с коричневым колером, он какой-то тоже оттенок дает. То есть закрашиваю камни частями, оставляя грунтовочный первый слой тоже в некоторых местах. Ну, не знаю, вот такой способ, я как бы экспериментирую. Мне нравится этим заниматься. Вот декорации камня, как бы вот попробовал, мне понравилось. Делаю образцы всяких разных расцветок. Тут просто по возможности получается в шиномонтаже стену там привести чуть-чуть в порядок. Дали мне добро, как бы вот потренируйся, делай. Хотя могу дома и на гипсокартоне потренироваться. Но раз выпал такой случай, почему бы и не попробовать? Смотрите, вот я нанес, да, и получается 5 оттенков, а не 4. Ну, колер еще не подсох, сама паста вот эта колеровочная. Еще такой момент, если будете делать штамп один, чтобы не было повторений, самые большие камни, их можно разными способами вырезать, то есть делать меньше, где-то больше оставлять. Так не будет в глаза бросаться повторение матрицы штампа. Здесь освещение не очень, как бы темновато, но сам распорядок, в принципе, процесс, я думаю, понятен. Ну вот уже паста колеровочная подсохла, получается вот такие оттенки. Дальше что я сделал? 2 мл черного колера на 200 грамм грунтовки. И начинаю грунтовать уже поверх всех вот этих колеров. И получается как бы такое волшебство. То, что вот эти колера, они еще
как бы получается пропитываются еще глубже, да, и за счет того, что черный колер, промазываются швы, выделяются. И получается такая вот, как бы, рисунок такой, ну, необычный, в общем. Я не знаю, вот просто попробовал вот так. Сначала делал одним вариантом, сейчас вот другим. Вот здесь, как бы, получается все темное, но на самом деле колер еще черный не подсох. Цвет не проявился самого колера. Коричневого, кофейного, охры. Получается вот так темновато еще. Эффект ржавчинки такой вот есть, присутствует. Но не видно, что прям вот покрашено чем-то там кисточкой или губкой. Он как бы впитывается туда вместе с черной грунтовкой и затемняет сами цвета. Они не настолько яркие становятся. Жду, пока подсохнет вот этот слой. Ну, думаю, в принципе, как бы не имеет значения, какой у вас там рисунок. Можете сами вырезать эти камни в любом распорядке, как многие делают. Но вот сам процесс, как бы, покраски, думаю, может быть, кому-то будет интересен, полезен. Дальше следующий шаг я делаю: белая фасадная краска. Белая, да. Получается, полусухой кистью выделяю, как бы, края. Но при этом, как бы, не опасаюсь, что будет слишком много белого. Потому что я уже красил, я знаю, что белый тон вот этот, он пропадет. Потому что дальше я буду покрывать лаком. Тонированным лаком. Вот здесь на самом деле можно было еще больше белого нанести. В этом ничего страшного бы и не было. В принципе, можно и так оставить для внутренних помещений, да. Но я беру с тем расчетом, как бы, то, что можно сделать на улице: цоколь, там, клумбу, что-нибудь такое. Барбекю, забор можно сделать. Потому что многим вообще не нравится вот белая краска вот поверх. Вот были много сообщений, то что зачем ты столько белого добавил. Ну, белый как бы выделяет, все равно как бы камень получается как выветренный, что ли. Ну, порода камней разных, конечно, бывает, но я вот решил вот так попробовать. То есть, да, местами где-то есть вот прям много белого, он прям в глаза бросается. Следующий мой шаг — это вот лак тонированный, лакра, глянцевый для наружных и внутренних работ. Вот этот глянец, он потом со временем пропадает и становится матовым, то есть не будет такой вот блестеть не будет он, в общем. Цвет сосна такой, он желтоватый, он вот сейчас вот я начну красить, и белый цвет, он практически пропадет и даст оттенок еще такой вот как бы желтоватый, но не сильно желтоватый, но оттенок дает он все равно, вот этот лак. Покупал в Максидоме, кстати, в Максидоме это не реклама, дешевле всего, потому что на Озоне там в 2 раза дороже доставка, и так там вообще можно с ума сойти, какие цены там на этом Озоне. Ничего против не имею, просто сам факт. Ну вот смотрите, вот такой эффект получается. Здесь уже почти подсохло, но не до конца. Можно сверху еще белого вот добавить, потому что он белый как бы присутствует, да, но не такой яркий стал белый цвет, потому что вот лак, вот этот сосной цвет, он его как бы приглушил, но получается все равно есть вот оттенок белого, но не такой прям вот яркий.
Но через недельку где-то вот этот цвет, он еще вот прям проявится. Вот красный там, ну как бы не красный, а коричневый, вот эти вот все цвета. Лак он так подсохнет, как бы потускнеет чуть-чуть лак. И вот эти вот колера, они еще проявятся. То есть будут красиво, в общем. Я не знаю, вот я просто экспериментирую. Здесь я включил подсветку на телефоне. Потому что освещение не очень. Ну, пока вот оно в таком вот состоянии. Лак еще толком не пропало, а у лака еще глянец вот этот. Вот подсохнет, будет вот такой эффект. Вот уже подсох, я уже где-то там через дня 3-4 еще сфотографировал. Всем спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте.